Глава 1561. Восстановление формации. Китоподобный морской зверь, естественно, был чрезвычайно ошеломлен увиденным. Шар синего света, который он выпустил, выглядел не особо примечательным, но это была чрезвычайно мощная защитная способность, в которой использовалась существенная сила воды, и в прошлом она спасала ему жизнь тысячи раз. Таким образом, он был весьма встревожен тем фактом, что 3 столпа золотого света с такой легкостью смогли проникнуть сквозь него, и его сразу же охватило дурное предчувствие. Повреждения, нанесенные его телу золотым светом, не вызывали беспокойства. Морское чудовище просто встряхнуло телом, и море вокруг него вздрогнуло, после чего из морской воды вырвались бесчисленные пятнышки синего света, которые мгновенно заполнили его раны. После вспышки духовного света колотые раны на его теле полностью зажили. Хань Ли слегка прищурился при виде этого. Между тем, другие 3 столпа золотого света также ударили по слою малинового света, и хотя последний снова был с легкостью побежден, золотые столбы света каким-то образом стали намного тоньше и слабее, чем были изначально. Столбы света ударили по экзоскелету алой креветки с 3 глухими ударами, и массивное тело креветки содрогнулось, а затем слетело с камня, на котором она сидела. Однако в его экзоскелете остались только 3 углубления в несколько дюймов, и золотой свет не смог его пробить. Хань Ли был весьма удивлен этим, но это не помешало ему продолжить атаку. Сразу после того, как малиновая креветка была унесена 3 столбами света, маленькая черная гора уже обрушилась на нее. 2 передние лапы массивной креветки внезапно засветились багровым светом, а затем расширились в нескольких раз по сравнению с первоначальным размером. Она подняла их в воздух, готовясь использовать свою огромную силу, чтобы противостоять спускающейся горе эссенции божественного света. Неудивительно, что зверь был спокоен. В конце концов, его массивное тело было около 2000 футов в длину, в то время как небольшая гора была всего лишь чуть более 1000 футов в высоту, поэтому теоретически не было никаких причин, по которым она не смогла бы сдержать гору. Однако, как только его массивные когти соприкоснулись с нижней частью черной горы, вспыхнул серый свет и раздался треск. Пара гигантских когтей вздрогнула, и огромная сила нисходящей горы разорвала их на 4 осколка. Гигантские когти были разбиты вдребезги, но черная гора продолжала спускаться и с грохотом раздавила половину тела креветки о массивный камень под ней. Вся скала сильно задрожала и погрузилась на несколько десятков футов в океан. Малиновая креветка заревела от шока и ярости, пытаясь изо всех сил выбраться, но черная гора была совершенно неподвижна, словно слилась со скалой внизу. Гигантская креветка была за считанные секунды полностью обездвижена Хань Ли. При виде этого в глазах китоподобного морского зверя промелькнула тень страха, и он тут же ударил своим массивным хвостом о поверхность океана. Из океана вылетело множество водяных копий, каждая около 10 футов в длину, и мгновенно устремились прямо на Хань Ли, как проливной шторм. В то же время из близлежащего океана начали появляться новые точки синего света, полностью окутывая массивное морское чудовище, заставляя его тело беспорядочно мигать. Зверь увидел, что Хань Ли был слишком сильным противником и сразу же поднял дымовую завесу в попытке применить свою технику водяного передвижения и скрыться с места происшествия. При виде этого на лице Хань Ли появилось странное выражение, и он взмахнул рукавом. Перед ним возникло огромное пространство серого света, образуя серый световой барьер размером в несколько десятков футов. Серый световой барьер вращался в воздухе, и все водяные копья, ударившие по нему, бесследно исчезли, как мотыльки, бросившиеся в открытое пламя. Эссенция божественного света была проклятием всех сил 5 элементов, поэтому уничтожить эти водяные копья, естественно, было простой задачей для Хань Ли. Однако Хань Ли даже не взглянул на них. Вместо этого его взгляд оставался сосредоточенным на китоподобном морском чудовище. Высвободив эссенцию божественного света, он также тихо активировал свое искусство меча. Как только тело гигантского морского зверя начало расплываться и готовилось уйти, из области, радиусом в несколько тысяч футов вокруг него, появились шары лазурного духовного света. Эти шары лазурного света вспыхнули, формируя 72 лазурных цветка лотоса размером с кулак, и эти цветы лотоса разделились на несколько сотен идентичных цветков. Все лазурные цветы лотоса стали интенсивно вращаться, одновременно выпустив вспышки лазурного света, которые мгновенно слились воедино, образуя лазурный световой барьер. Внутри светового барьера появился чрезвычайно богатый поток духовной ци древесного элемента, полностью заманив в ловушку морского зверя. Все это произошло в мгновение ика. Однако морскому зверю удавалось прожить так долго, несмотря на огромные усилия, приложенные для его выслеживания, поэтому он, естественно, обладал чрезвычайно высоким уровнем интеллекта. Таким образом, он сразу понял, что находится в ужасной ситуации, и синий свет вокруг его тела внезапно взорвался, образуя ослепительный шар духовного света. Затем тело морского зверя покачнулось и исчезло в шаре света, напоминавшего гигантский пузырь. В следующее мгновение из одной секции лазурного светового барьера внезапно вырвалась вспышка мерцающего синего света, после чего раздался низкий рев.
Сразу после этого в голубом свете появился миниатюрный кит размером всего около 10 футов, которому явно препятствовал лазурный световой барьер. Морское чудовище, естественно, было чрезвычайно шокировано и взбешено из-за того, что его техника водяного передвижения была нарушена. Он открыл пасть, и с оглушительным раскатом грома оттуда вырвалась мерцающая синяя дуга молнии, с яростной силой поразившая лазурный световой барьер. Однако световой барьер лишь слегка задрожал и снова накрыл зверя, оставшись совершенно невредимым перед лицом этой атаки. В его настойчивости и отчаянии макушка его головы внезапно открылась, и изнутри вылетел шар красного света. Внутри светового шара был квадратный красный блок, гладкий и полупрозрачный, как нефрит. Блок мгновенно увеличился в размерах и с грохотом ударил в световой барьер. Вспыхнул шар малинового пламени, а затем переплелся с лазурным светом, но результат был все тот же. Лазурный световой барьер просто слегка дрожал, но без проблем выдержал атаку. На этот раз морской зверь действительно начал паниковать. Его тело качнулось и снова увеличилось до прежних размеров горы. Сразу после этого из его тела вырвался яркий синий свет и ударил прямо в лазурный световой барьер. Глядя на это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка. Эта формация мечей весеннего рассвета действительно весьма необычна. Она в основном основана на иллюзорных техниках, но даже более эффективна, чем формация золотых мечей, когда дело доходит до ограничения всех типов техник передвижения. Техника водяного передвижения этого морского зверя немного видоизменилась, но он все равно пойман в этой формации меча. Поскольку этот зверь непреднамеренно попал в формацию мечей, его судьба была уже предрешена. Кроме того, это была хорошая возможность для Хань Ли испытать силы новой формации. Таким образом, он немедленно сделал несколько печатей заклинаний, напевая что-то тихим голосом. Затем лазурный световой барьер выпустил несколько своеобразных духовных колебаний, а после чего начал слегка размываться. В этот момент огромный морской зверь врезался в световой барьер, и произошел удивительный поворот событий. В тот момент, когда массивное тело морского зверя соприкоснулось с лазурным световым барьером, оно смогло врезаться прямо в барьер без каких-либо препятствий, как если бы оно врезалось головой о пустой воздух. Таким образом, казалось, что весь гигантский зверь был охвачен световым барьером. По крайней мере, так казалось Хань Ли, когда он смотрел сверху. Внезапно вспыхнул лазурный свет, и сразу после того, как гигантский зверь исчез, вылетев с другого участка светового барьера. Морское чудовище слегка дрогнуло и немедленно сменило направление, снова врезалось в ограждение. Однако тот же процесс просто повторялся снова и снова, и морской зверь наконец остановился, как вдруг его осенило ужасное положение. Прямо в этот момент Хань Ли активировал силу формации меча, и лазурный световой барьер вспыхнул ярким светом и разлетелся на бесчисленные части. Сразу после этого вспыхнул зеленый свет, и в воздухе разнесся цветочный аромат, поражая человека чувством, будто они были телепортированы в природный рай. В глазах морского зверя он находился в густом лесу, который был настолько реальным, что невозможно было сказать, иллюзия это или нет. Однако из великолепного леса вокруг него поднялась волна смертоносной ауры. Только после того, как морской зверь озадаченно посмотрел вниз, он обнаружил, что под ним появился огромный лазурный цветок лотоса. Цветок лотоса был размером около 1000 футов, а его лепестки мерцали лазурным светом. Сердце гигантского зверя содрогнулось от шока, но прежде, чем он успел что-то сделать, в воздухе вокруг него внезапно всплыли струйки лазурного света. Лазурный свет вращался вокруг тела морского зверя, после чего тот был мгновенно поражен огромной мощью, полностью обездвижившей его. В следующее мгновение во вспышке лазурного света появилось несколько десятков лазурных питонов, каждый из которых был толщиной с большую чашу для риса, и все они прыгнули прямо на гигантского зверя. Лазурные питоны открыли пасть, обнажив свои острые клыки, создав довольно зловещее зрелище. Полдня спустя полоска лазурного света поднялась в воздух и мгновенно исчезла вдали, оставив позади себя морской штиль, не подававший никаких следов только что произошедшего сражения. Только гигантская скала, погрузившаяся в океан на несколько десятков футов глубже, служила напоминанием о том, что здесь недавно произошла битва. 2 года спустя грандиозные новости распространились по всем островам пламенных кораллов. Транспортная формация, находившаяся в аварийном состоянии в течение 1000 лет, была восстановлена, и уже даже были люди, которые с ее помощью телепортировались на громовой континент. Все более могущественные культиваторы на островах пришли в восторг от этого и бросились к транспортной формации, чтобы получить шанс отправиться в страну, изобилующую возможностями для культивации. Веки Хань Ли приоткрылись, и ему потребовалось время, чтобы оправиться от приступа головокружения, прежде чем он осмотрелся вокруг. Он с облегчением обнаружил, что находится в зале размером более 1000 футов, и поблизости не было ни одного человека. Однако на стенах здания мерцал легкий световой барьер, а также были плотно закрытые каменные ворота. В каждом из 4 углов зала находился каменный столб высотой в несколько десятков футов, и в каждый из столбов был встроен неизвестный светящийся камень, освещающий весь зал.
Хань Ли посмотрел вниз и обнаружил, что стоит на вершине массивной транспортной формации. Таким образом, он без колебаний вышел из нее и направился прямо к каменным воротам. Он толкнул ворота и обнаружил, что они практически полностью невесомые, несмотря на свой внушительный вид. Перед его глазами предстал довольно оживленный пейзаж. Хань Ли был застигнут врасплох и слегка напуган таким поворотом событий. Глава 1562. В ловушке. Хань Ли поспешно огляделся, и то, что он увидел, стало для него большим сюрпризом. Он находился на краю огромной площади размером в десятки тысяч футов. Площадь была вымощена каким-то белым камнем, и на ней сидело бесчисленное количество существ. Большинство этих существ напоминали людей и носили разные типы доспехов. У некоторых из них были необычайно длинные кроличьи уши, у некоторых был черный мех по всему телу, некоторые были высокими и широкими, как массивные обезьяны, а некоторые были полностью заключены в костюмы мерцающих золотых доспехов, из-за которых невозможно было подобрать их внешний вид. Были даже некоторые существа со змеиной нижней частью тела. Эти существа явно были из расы Нага. Самым распространенным среди них был тип зеленокожих существ. Все они были одеты в костюмы из зеленых доспехов и держали в руках мерцающие красные алебарды. Несмотря на разнообразие видов среди этих существ, одно оставалось неизменным: у всех них были чрезвычайно обеспокоенные выражения на лицах. Среди них были некоторые существа, которые испускали колебания магической силы, но большинство из них находились примерно на стадии заложения основ или формирования ядра. Среди них были существа на стадии зарождающейся души и божественной трансформации, но их было всего около 100. Все они были собраны в группы разного размера, обсуждая что-то, и Хань Ли быстро охватил своим духовным чутьем всю площадь, обнаружив группу из 3 чужеземных существ на стадии пространственного закаливания. Это открытие стало для него большой неожиданностью. Согласно словам Цин Ся, он должен был быть телепортирован в небольшой город, населенный несколькими небольшими расами, и, вообще говоря, самые могущественные существа здесь обычно были бы лишь горсткой культиваторов божественной трансформации. При обычных обстоятельствах во всем городе было бы 5000 культиваторов, но в настоящее время только на этой площади собрались десятки тысяч культиваторов, среди которых было несколько ранга Хань Ли, так как он не был удивленным, неужели в городе Зеленого Света произошли такие радикальные изменения за тысячи лет, в течение которых транспортная формация находилась в аварийном состоянии. Кроме того, его духовное чутье могло улавливать слабые колебания ограничений по всей площади. Судя по тому, что все вокруг стояли на земле, там явно было ограничение полета. Хань Ли глубоко вздохнул, прежде чем медленно двинуться к шумной толпе. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собирался кого-то спросить о ситуации, чужеземное существо стадии пространственного закаливания с непропорционально большой и полностью безволосой головой внезапно вытащило деревянный диск с растерянным выражением лица. Диск вспыхнул пятнышками духовного света, а над его поверхностью парили какие-то незнакомые руны. «Что случилось, брат Юань?» — спросило зеленокожее существо поблизости. Здесь внезапно появилось существо из 3 высших рас. Если я правильно помню, все транспортные формации в городе были разрушены расой Цзячи, как кто-то мог телепортироваться сюда. С озадаченным выражением лица задумался Большеголовый. Вот как? Может быть, раса Цзячи забыла уничтожить одну из транспортных формаций. В таком случае, давайте найдем это существо и спросим его, сказал зеленокожий с восторженным выражением лица. Это невозможно. Я лично осмотрел все транспортные формации за несколько дней, и ни одно из них не функционировало. Большеголовое существо покачало головой, глядя на деревянный диск в своей руке. Давай поспешим и найдем это существо, чтобы мы могли получить от него ответы. Брат Юань, ты должен с легкостью выследить это существо, используя свой духовный световой диск, верно? Внезапно вмешалось существо, окутанное огненно-красным светом. Хе-хе, это существо только что появилось, в настоящее время находится на этой самой площади. Я уже использовал ограничение, чтобы выследить его. Существо с огромной головой указало на Хань Ли, говоря это. 2 других существа, естественно, повернулись в том же направлении. На этой площади было много людей, и Хань Ли использовал секретную технику, чтобы скрыть уровень культивации, но он все еще торчал, как больной палец, среди группы низкоранговых существ вокруг него, поэтому трио существ в стадии пространственного закаливания быстро нашло его. Хань Ли чувствовал, как эти существа смотрят на него, и он также бросил на них свой взгляд. В то же время в его глазах появилась тень удивления от того, как быстро они его нашли. Однако после недолгого колебания он добровольно подошел к этим 3 существам. Несколько мгновений спустя он оказался рядом с группой существ в стадии пространственного закаливания.
Вы, должно быть, новенький здесь, в городе Зеленого Света, верно, господин даосист? Могу я узнать ваше имя? Спокойно спросил Большеголовый, в то время, как его руки вспыхнули духовным светом, а деревянный диск внезапно исчез. Меня зовут Хань, и я действительно только что прибыл в этот город. Что здесь происходит? Вы все собираетесь на войну? Равнодушно спросил Ханьли. Приятно познакомиться, господин даосист Хань. Вы, должно быть, телепортировались сюда из очень далекого места, не так ли? В противном случае вы должны были знать о вражде между нашими 13 небесными облачными расами и расой Цзячи, сказал Большеголовый со странным выражением лица. Раса Цзячи. Услышав это, Ханьли резко изменился в лице. Эта раса входила в десятку самых сильных рас во всем мире духов. Мы расскажем вам обо всем остальном позже, брат Хань. А пока расскажите нам, как вы смогли телепортироваться в город Зеленого Света. Все транспортные формации уже должны были быть отрезаны расой Цзячи, спросил зеленокожий. Я телепортировался сюда с другой стороны океана, честно ответил Ханьли. С другой стороны океана. Неужели существуют такие транспортные формации, которые ведут в такой маленький город, как наш? Удивленно воскликнуло существо, окутанное красным светом. Таких формаций было 2, но они были разрушены много лет назад. Какую транспортную формацию вы использовали, чтобы добраться сюда, господин даосист Хань? В глазах большеголового существа также появился намек на удивление. Бесчисленные мысли проносились в голове Ханьли, но ответ его был простым и лаконичным. Острова огненных кораллов. Понятно. Если я правильно помню, эта транспортная формация была уничтожена тысячи лет назад. Не могли бы вы объяснить, как вы смогли использовать эту формацию, чтобы добраться сюда, господин даосист Хань? Услышав это, на лице большеголового существа появилось скептическое выражение. Конечно. Таким образом, Ханьли вкратце рассказал, как он попал в этот город. Однако он воздерживался от раскрытия каких-либо подробностей своего прошлого, поэтому у всех, естественно, сложилось ложное впечатление, что он был культиватором из этого региона моря, а не кем-то, кто прибыл с далекого континента. Несмотря на то, что мне удалось восстановить облачный пространственный кристалл, в процессе восстановления формации произошел сбой. Возможно, записанная техника восстановления была неправильной, или, возможно, облачный пространственный кристалл претерпел некоторые изменения за время, проведенное в теле морского зверя. В любом случае, только один человек может использовать формацию одновременно, и между одной серией телепортации и другой должно пройти не менее 7 дней. В противном случае формация мгновенно самоуничтожится, мрачно объяснил Ханьли. Из-за этих ограничений он не мог попытаться покинуть этот город с помощью телепортации. Все трое были очень взволнованы, услышав первую часть истории Ханьли, но возбуждение в их глазах постепенно исчезло после того, как они услышали об ограничениях телепортации. «Значит, мы не сможем использовать телепортацию, пока не пройдут 7 дней», разочарованно сказал зеленокожий. «Верно», вздохнул Ханьли. 3 чужеземных существа переглянулись между собой, и Большеголовый сказал: «Дело не в том, что мы не доверяем вам, господин даосист Хань, но это чрезвычайно важный вопрос, поэтому нам придется проверить ваши утверждения на себе. Вы не против, брат Хань?» «Конечно, нет», с улыбкой ответил Ханьли. «Брат Хун, остаться здесь, а мы двое пойдем и проверим эту формацию», торжественно сказал большеголовый существу, окутанному красным светом. Хорошо, существо, окутанное красным светом, на мгновение замешкало, но в конце концов согласно кивнуло. Таким образом, 2 его товарища направились к краю площади. Несколько мгновений спустя все трое вернулись в зал, из которого впервые вышел Ханьли. Зеленокожее существо пронеслось своим духовным чутьем по залу, и я чувствую слабые остаточные следы пространственных колебаний, так что кто-то действительно использовал эту транспортную формацию. Тем временем большеголовое существо вошло в саму формацию и тщательно осмотрело ее, сделав печать заклинания, чтобы пролить на формацию вспышку зеленого света. Из формации мгновенно раздался жужжащий звук, а также появился слой слабого белого света. Глаза зеленокожего существа сразу же расширились от восторга от увиденного. Однако в следующее мгновение жужжащий звук внезапно оборвался, и белый духовный свет также испарился, а формация полностью затихла. Ничего хорошего. Формация на другой стороне очень нестабильна и уже закрыта, сказал большеголовый с мрачным выражением на лице. То же самое выражение появилось и в глазах зеленокожего существа. Неужели ситуация в городе такая ужасная? Не могли бы вы двое рассказать мне о ситуации с расой Цзячи? Спросил Ханьли спокойным голосом. Что еще нужно сказать?
Как вы видели, в этом маленьком городке собрались десятки тысяч культиваторов, и большинство из них сбежали в этот город из близлежащего региона, чтобы использовать здешнюю транспортную формацию для побега. Однако раса Цзячи действовала чрезвычайно быстро, и все транспортные формации, соединяющие этот город с другими городами, были отключены. Либо эти города уже были завоеваны, либо все транспортные формации в этом городе были отрезаны расой Цзяци. Поскольку вы смогли прибыть в этот город, первый из двух сценариев наиболее вероятен. Первые силы расы Цзячи уже прибыли в город и ждут прибытия основной армии. Мы собрали здесь всех и планируем покинуть город, чтобы уйти отсюда, пока не стало слишком поздно. Однако пока неизвестно, сможем ли мы вообще сбежать из этого места. По крайней мере, они определенно не позволят таким высокоранговым существам, как мы, должны сбежать без боя, объяснил большеголовый с кривой улыбкой на лице. Выражение лица Хань Ли сразу же стало мрачным от его слов. Глава 1563. Боевой ковчег. Как раз в этот момент снаружи каменных ворот внезапно послышался глухой ракочущий удар, после чего на стены выступил слой белого духовного света. Духовный свет вспыхивал время от времени, и земля сильно дрожала, как будто все здания вот-вот рухнет. В чем дело? Эти землетрясения, естественно, не могли навредить этим трем существам в стадии пространственного закаливания, но все они еще были весьма встревожены этим внезапным развитием событий. Зеленокожее существо переглянулось с большеголовым, а затем они одновременно покинули зал. Один из них покинул зал в виде полоски лазурного света, вылетевшую из здания, в то время как другой просто расплылся и исчез на месте. Несмотря на то, что на всю площадь было наложено ограничение на полеты, существа их ранга, естественно, могли летать в случае необходимости, но это требовало большего расхода магической силы, чем обычно. Хань Ли тоже не терял времени зря. Он взглянул на транспортную формацию и, немного помедлив, резко взмахнул рукавом. Из рукава вырвалась полоска лазурного света и, сделав круг вокруг формации, полностью разрушила ее, после чего полоска лазурного света вернулась к нему. Только после этого Хань Ли вышел из зала, оставив после себя след остаточных изображений. Выйдя из каменного зала, он обнаружил, что вся площадь погрузилась в полный хаос. Бесчисленные существа пытались ворваться в здание вокруг площади, в то время как в воздухе появился синий световой барьер, по-видимому, охватывая весь город под ним. В воздухе над световым барьером посыпалось множество белых световых шаров, как проливной дождь. Врезаясь в световой барьер, шары белого света взрывались, а сам барьер яростно дрожал от громких ударов, казалось, едва выдерживая атаки. Хань Ли был ошеломлен увиденным и поспешно бросил взгляд за световой барьер с синим светом в глазах. Спустя несколько мгновений веки Хань Ли дернулись, и он резко вдохнул. Используя способность своих глаз духовного прозрения, он определил, что именно стало причиной атак. В воздухе, на высоте около 40 тысяч футов, появился гигантский остров. Правильнее сказать, что это был мерцающий остров, который, казалось, был выкован из чистого серебра размером около 100 тысяч футов. Весь остров был пронизан белыми кристаллическими столбами, переливающимися бесчисленными рунами. Эти столбы испускали один световой шар за другим, которые обрушивались на световой барьер над головой. Тем временем большеголовое существо вытащило синее зеркало и, посмотрев в него, резко изменилось в лице, и оно внезапно воскликнуло: «Все плохо». Это гигантский боевой ковчег расы Цзячи. Как это может быть? Неужели их армия прибыла раньше, чем предполагалось? Нет смысла думать о таких вещах прямо сейчас. Наша первоочередная задача — как можно скорее уйти отсюда. Брат Юань, ты пробыл в этом городе много лет, поэтому ты наверняка знаешь несколько секретных проходов, ведущих из города, верно? Взволнованно сказала зеленокожее существо. На лице большеголового существа появилось нерешительное выражение, но затем он, стиснув зубы, сказал: «Я действительно знаю секретный проход, ведущий к небольшой горе на западе, в 10 километрах от города. Однако я не могу просто так бросить всех жителей этого города. Я собираюсь собрать всех к городским воротам и коллективно сбежать. Если нам повезет, возможно, некоторые из нас действительно смогут сбежать. Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь», немедленно вмешалось существо, окутанное красным светом. Хань Ли и зеленокожие также выразили свое одобрение этому курсу действий. Таким образом, большеголовое существо больше не колебалось. Его тело внезапно вспыхнуло желтым светом, после чего появилась массивная проекция высотой около 1000 футов. Проекция была полностью идентична большеголовому существу как по внешнему виду, так и по одежде. Проекция была не только чрезвычайно массивной, но и переливалась ослепительно желтым светом, поэтому, естественно, была довольно заметной.
Внезапно проекция испустила низкий крик, похожий на звон древнего колокола, и каждый, кто слышал этот звук, внезапно проникся чувством спокойствия, которое боролось с паникой и тревогой в их сердцах. Таким образом, взгляды всех присутствующих мгновенно устремились к массивной проекции над головой. Только тогда проекция с торжественным выражением лица встретила всех и объявила: «Не паникуйте. Защитная формация города чрезвычайно мощная и не падет в ближайшее время. Все, что вам нужно сделать сейчас, это собраться у 4 городских ворот. Через 15 минут я сниму ограничения, чтобы каждый мог попытаться сбежать. Однако перед этим позвольте мне напомнить всем вам, раса Цзяочи внезапно начала необъявленную атаку на нас, поэтому они, скорее всего, намереваются искоренить наши 13 небесных облачных рас. Поэтому я бы посоветовал вам не полагаться на слепую удачу. Я слышал, что те, кто был схвачен расой Цзяочи, были либо превращены в безмозглых рабов, либо их тела были использованы в качестве материалов для обработки инструментов или таблеток. Все существа на площади переглянулись между собой от этих слов, и кто-то внезапно издал громкий крик, после чего все разошлись и бросились к одним из 4 городских ворот. После этого Большеголовый сделал печать заклинания руками, и проекция в воздухе мгновенно исчезла. После этого он повернулся к трио Ханьли со словами: «Идемте со мной, господа. Раса Цзяочи приложит дополнительные усилия, чтобы нацелиться на нас, поэтому мы не сможем сбежать вместе с остальными, поскольку от этого они будут в еще большей опасности». Все трое согласно кивнули, и все 4 мгновенно вылетели с площади в виде 4 световых полосок. В этот момент синий световой барьер над головой уже был полностью залит белым светом, возникшим в результате взрывов световых шаров. Барьер начал издавать низкий жужжащий звук, указывающий на то, что формация достигла своих пределов. Большеголовое существо с горечью смотрело в небо, летя по воздуху. «Ты все еще не хочешь расставаться с этим городом, брат Юань?» — спросило существо, залитое красным светом. «Я жил здесь, в городе зеленого света, более 1000 лет, и я установил здесь все ограничения и формации, так что, конечно, я не желаю расставаться со всем этим», — вздохнул большеголовый человек. «Нет нужды впадать в такое уныние, брат Юань. Раса Цзяочи может быть довольно мощной, но если бы наши 13 небесных облачных рас объединили наши силы, мы определенно смогли бы сразиться с ними. Возможно, этот город будет быть восстановленным в один прекрасный день», — существо в красном свете попыталось его утешить. «Я, конечно, на это надеюсь», — вздохнул большеголовый с кривой улыбкой на лице. «Брат Юань, как армия расы Цзяочи смогла прибыть сюда так быстро? Разве наши разведчики не доложили, что им потребуется еще 2 дня, чтобы добраться сюда? Может быть, армия на самом деле еще не прибыла, и первые силы расы Цзяочи ответственны за эту атаку?» — спросил зеленокожий. «Боюсь, что я тоже не знаю ответа на этот вопрос. Мы точно знаем, что в рядах первых сил расы Цзяочи определенно не было боевых ковчегов, но боевой ковчег, который появился сейчас, это боевой ковчег уровня крепости, который находится только ниже уровня царства и уровня города боевых ковчегов их расы. Есть большая вероятность, что в этом ковчеге есть существа 3-го ранга священной расы, и мы, конечно, им не ровня», — мрачно покачав головой, ответил большеголовый. «Даже без каких-либо существ из священной расы, там нет недостатка в существах нашего ранга, так что нам все равно придется спасаться бегством. Нам остается надеяться, что существа в ковчеге не заметили нас и отвлеклись на других существ, спасающимся бегством из города», — хмыкнуло окутанное красным светом существо. Услышав это, Ханьли слегка запнулся и повернулся к большеголому существу, чтобы оценить его реакцию, но обнаружил, что тот остался совершенно безразличным, не проявляя никакого намерения опровергать эти утверждения. Ханьли сразу понял. Эти существа прикидывались героями, раз решили бежать сами по себе ради всех остальных в городе, но на самом деле просто использовали всех как приманку, чтобы отвлечь своих врагов, пока те скрывались с места происшествия. Ханьли был немного потрясен этим осознанием, но ничего не сказал. В конце концов, эти трое просто пытались спастись, так что на самом деле они не делали ничего плохого. Однако Ханьли все же рефлекторно стал опасаться этих 3 существ. Учитывая их уровень культивации, все 4, естественно, летели очень быстро, и им потребовалось всего несколько секунд, прежде чем они оказались перед, казалось бы, обычным павильоном. Двери павильона были плотно закрыты, и большеголовому существу пришлось приземлиться на землю. Затем он взмахнул рукавом, посылая порыв жестокого ветра. Двери павильона мгновенно превратились в ничто, как если бы они были поражены огромной силой, и все 4 влетели прямо в здание. Первый этаж павильона был совершенно пуст, если не считать нескольких столов и стульев, а также статуи неизвестного божества высотой в несколько десятков футов, установленной у одной из стен. Статуя была полностью черного цвета, с выпуклым животом, 4 глазами и 4 руками.
Она сидела, скрестив ноги, и его ноги были непропорционально тонкими и хрупкими по сравнению с массивным животом, что создавало довольно своеобразное зрелище. Хань Ли и остальные обвели комнату взглядом, но не смогли найти никаких входов, ведущих в вышеупомянутый коридор, и все они снова повернулись к большеголовому существу. Большеголовое существо, не обращая внимания на любопытные выражения на лицах остальных, направилось к черной статуе. Он открыл рот, выплюнул круглый желтый камень, который исчез в голове статуи во вспышке. Вспыхнул пронзительный яркий свет, после чего по поверхности статуи распространилась рябь, подобная волнам на воде. Внезапно из 4 глаз статуи вспыхнул желтый свет, и она внезапно поднялась на ноги. Хань Ли и другие были ошеломлены, обнаружив, что эта статуя на самом деле была просто марионеткой. Вслед за этим большеголовое существо сделало несколько печатей заклинаний, в результате чего произошло еще более удивительное событие. Марионетка взмахнула 4 руками в воздухе, и ее тело во вспышке яркого желтого света увеличилось примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным размером. Ее массивный рост занял практически все пространство первого этажа павильона, и она похлопала по животу сразу всеми 4 руками. Во вспышке духовного света на его брюхе появилась своеобразная руна. Затем раздался треск, и в его животе внезапно появился небольшой вход, за которым показалось пространство размером в несколько десятков футов. На земле внутри этого пространства находилась небольшая транспортная формация размером около 10 футов или около того, и большеголовое существо без всяких колебаний бросилось в живот марионетки и встало на платформу формации. Глава 1564. Погоня. Господа даосисты, эта формация ведет прямо в секретный проход. Я пойду вперед. Большеголовое существо с улыбкой на лице сделало печать заклинания и наложило ее на транспортную формацию. Формация вспыхнула белым светом, и большеголовое существо внезапно исчезло, оставив после себя только статую божества. Брат Юань, несомненно, находчив, что установил транспортную формацию внутри своей марионетки, хихикнул зеленокожий и также шагнул в живот марионетки, а затем также наложил печать заклинания на транспортную формацию и исчез на месте. «Ты можешь идти впереди меня, брат Хань», — предложила окутанное красным светом существо. Хань Ли был довольно удивлен этим жестом, но он кивнул с неизменным выражением на лице и зашагал вперед. Телепортация была чрезвычайно быстрой, и Хань Ли появился в темной, сырой пещере, прежде чем успел испытать какой-либо дискомфорт. Он огляделся и обнаружил, что это была всего лишь небольшая пещера размером чуть более 100 футов, но с крыши пещеры свисал светящийся кристалл, освещавший все вокруг. С одной стороны пещеры был квадратный вход в туннель высотой около 10 футов. Большеголовое существо и зеленокожие уже были там, и первый с мрачным выражением лица осматривал пластину в своей руке, по-видимому, глубоко о чем-то задумавшись. Тело Хань Ли качнулось, и он покинул формацию. Спустя несколько мгновений внутри формации снова вспыхнул белый свет, и также появилось существо, окутанное красным светом. Увидев всех присутствующих, Большеголовый с улыбкой поднял голову и уже собирался что-то сказать, как вдруг со всех сторон раздался глухой рокот, и вся пещера задрожала. Он сразу же изменился в лице в ответ на это тревожное событие. «Поторопитесь, убираемся отсюда, защитный барьер города долго не протянет», — сказал зеленокожий. «Хорошо, я сниму ограничения с городских ворот, чтобы все остальные могли бежать первыми». Большеголовое существо торжественно кивнуло, подбросив пластину формации в руке в воздух, быстро сделало печать заклинаний. В пластине формации быстро исчезли печати заклинаний разного цвета, после чего пластина внезапно взорвалась с глухим стуком. Все остальные были мгновенно ошеломлены этим. Подрыв пластины формации обычно влечет за собой гораздо более серьезные последствия, чем простое снятие ограничения. Большеголовый, казалось, почувствовал их замешательство и усмехнулся. «Я уже активировал самодетонацию формации под городом зеленого света, и весь город будет превращен в пепел через 2 часа». Услышав это, по спине Хань Ли сразу же пробежал холодок. Это большеголовое существо действительно было довольно расчетливым, несмотря на то, что большинство существ в городе сбежали к городским воротам, в городе определенно осталось много смертных, а также культиваторов, которые в надежде выдержать эту бурю. В таком случае все они погибнут вместе с этим городом. Услышав это, 2 других существа также удивленно переглянулись между собой. Однако прежде, чем они успели что-то сказать, большеголовое существо уже влетело в коридор в виде полоски желтого света. Хань Ли и другие, естественно, немедленно последовали за ним. В этот момент на световом барьере перед 4 воротами города появились массивные дыры диаметром более 1000 футов, и все существа, которые заранее собрались там, бежали, спасая свои жизни. Некоторые проваливались в землю и мгновенно исчезали в почве, а некоторые катились по траве и тоже внезапно исчезали. Эти существа владели техникой земляного и древесного передвижения.
Однако большинство существ по-прежнему летали по воздуху так быстро, как только могли на своих сокровищах. Казалось, что все уже решили разделиться и бежать по собственному желанию, так как все бежали в рассыпную. В этот момент высшие круги расы Дзяочи на этом Серебряном острове также заметили всех существ, покидающих город. С острова Гиганта тут же вспыхнул серебряный свет, вслед за которым появились массивные двуглавые белые соколы. Тела этих гигантских соколов были размером около 40 футов, и все они также были одеты в простые костюмы с белыми руками, а также с коническими металлическими наконечниками на когтях, выглядевшими чрезвычайно острыми. Этих гигантских соколов было более 1000, и как только они вылетели с Серебряного острова, сразу же расправили крылья и устремились к существам, убегающим из города Зеленого света. Все они летели со скоростью не ниже, чем у культиваторов формирования ядра, и как только эти гигантские соколы появились, с гигантского острова все еще светился духовный свет, словно была выброшена еще одна огромная орда объектов. В данном случае это были черные деревянные каноэ длиной всего около 100 футов каждая. На всех этих каноэ были вырезаны черные руны, и на каждом каноэ сидело от 3 до 5 воинов в серебряных доспехах. Свыше 100 таких черных каноэ вылетели одновременно, и хотя они были немного медленнее, чем гигантские соколы, они все же были намного быстрее, чем подавляющее большинство существ, спасающихся бегством из города. Выпустив эти две волны преследователей, гигантский остров ненадолго затих. Однако вскоре после этого послышался драконий рев, и с острова вылетело 7 или 8 массивных фигур. Все эти существа обладали телами в несколько сотен футов в длину, и у каждого была пара пятицветных крыльев. При ближайшем рассмотрении можно было бы обнаружить, что это были крылатые звероподобные существа. За исключением ярких крыльев и золотого оттенка тела, они были полностью идентичны обычным змеям. Как только они вышли с острова, их массивные тела качнулись, и они исчезли на месте. В следующее мгновение эти крылатые золотые змеи появились на расстоянии 300 футов, летя с поразительной скоростью. После того, как с гигантского корабля одна за другой были выпущены 3 волны преследователей, все убегающие существа даже запаниковали, убегая в слепом безумии. Несмотря на то, что этих существ были десятки тысяч, подавляющее большинство из них обладали довольно слабыми культиваторами. Те, у кого уровни культивации были лучшие, уже бежали за несколько десятков километров, в то время как те, у кого были самые низкие уровни культивации, все еще находились менее чем в 10 километрах от города. Более того, подавляющее большинство существ попало в эту последнюю группу, и они попали под преследование гигантских двуглавых соколов. Все эти гигантские соколы устремились вниз, унося за собой порывы яростного ветра. Их когти с металлическими наконечниками с легкостью прорвали защиту этих низкоранговых культиваторов, а затем рассекли их тело, как горячие ножи по маслу. Некоторые из этих существ были мгновенно разорваны на части, в то время как другие были подброшены в воздух, а затем заклеваны до смерти гигантскими соколами, ожидавшими наверху. Конечно, были некоторые существа, которые не желали сдаваться без боя, и многие из них объединились, используя сокровища или раскрывая способности, создавая коллективные усилия, чтобы попытаться отразить приближающихся соколов. Однако эти существа были просто слишком слабы, а белые доспехи соколов обладали мощными защитными свойствами. Таким образом, всего около дюжины соколов были срублены этими атаками, и большинство из них пало от удачных выстрелов, которые случайно попали в жизненно важные области в промежутках между их доспехами. Остальные атаки были с легкостью отброшены. Все эти гигантские соколы пришли в ярость от этих ответных атак, и все они начали неистово кричать, стремясь атаковать с еще большей свирепостью. Таким образом, раздалось еще больше мучительных криков, и с неба упали еще сотни окровавленных и искалеченных тел. В этот момент в бой вступили и черные каноэ, и все вооруженные воины, стоящие на вершинах каноэ, взмахнули своим оружием в воздухе, вызвав серию серебряных лучей. Все, кого поразили эти серебряные проекции, были мгновенно расчленены, не имея возможности оказать какое-либо сопротивление. К счастью, воины в доспехах не собирались прилагать чрезмерные усилия, чтобы выследить этих низкоранговых существ. Вместо этого черные каноэ просто продолжали двигаться вперед, преследуя убегающих существ с превосходными уровнями культивации. Золотые змеи, появившиеся последними, летели прямо к самым могущественным существам, которые уже бежали далеко вперед. С их устрашающей скоростью им не понадобится много времени, чтобы выследить свою добычу, вслед за чем однозначно последует резня. Тем временем лазурный свет внезапно вспыхнул от приземленной скалы на безымянной горе недалеко к западу от города Зеленого света, после чего внезапно разразился тусклый взрыв. После взрыва в скалу образовалась большая черная дыра, и 4 полоски света просвистели изнутри. Эти 4 были никем иным, как Хань Ли и троицей чужеземных существ. Из-за того, что это место было довольно уединенным и его направление не соответствовало ни одному из городских ворот, расы Дзяочи еще не появлялись в этом районе. Тем не менее, все 4 по-прежнему были чрезвычайно осторожными и поспешно осмотрели близлежащую местность своим духовным чутьем.
Давай уйдем отсюда до того, как прибудут существа Цзяочи. С этого момента нам придется разделиться. Оставаясь вместе, мы станем слишком большой мишенью, сказал зеленокожий с восторженным выражением лица. Большеголовое существо кивнуло и взглянуло на остальных с нерешительным выражением лица, а затем сказала: «Конечно, но прежде чем вы все уйдете, я бы хотел спросить вас кое о чем. Что тебе нужно от нас?» — спросило существо, окутанное красным светом. Хань Ли и зеленокожему существу также было довольно любопытно услышать, что он хотел сказать. Глава 1565. Шкатулки. Большеголовое существо глубоко вздохнуло и внезапно достало 3 белых нефритовых шкатулки, в каждой из которых было несколько малиновых талисманов, мерцающих наклеенными на них рунами. Эти 3 шкатулки содержат предметы, которые чрезвычайно важны для наших 13 небесных облачных рас. Если вы сможете доставить их нашей звездной древней расе, то вы будете щедро вознаграждены за свои усилия. Однако, если за вами будет охотиться Цзяочи Рейс, тогда было бы лучше, если бы вы немедленно уничтожили шкатулки, прежде чем вас поймают. В противном случае, если вы будете схвачены с этими предметами, раса Цзяочи определенно будет пытать вас, чтобы получить информацию. Большеголовое существо щелкнуло запястьем, говоря это, и 3 нефритовых шкатулки немедленно полетели к Хань Ли и остальным. Все поймали летящие к ним нефритовые шкатулки, и существо, окутанное красным светом, нерешительно осмотрело свою нефритовую коробку, спрашивая, что в этих шкатулках, раз ты их так высоко ценишь, брат Юань. Простите меня, но я не могу это вам сказать. Тем не менее, я могу гарантировать вам, что вы можете обменять эти предметы на разумную марионетку или другое сокровище той же ценности, у старейшин нашей звездной древней расы, с торжественным выражением лица сказал Большеголовый. Что? Разумная марионетка? Удивленно воскликнул зеленокожий. Только выражение лица Хань Ли осталось неизменным, поскольку он впервые слышал о таком. Скептический взгляд промелькнул в глазах окруженного красным светом существа, и он сказал: «Ты серьезно, брат Юань? Если этот предмет можно обменять на такое необыкновенное сокровище, то могу ли я вместо этого попросить чудесных звездных таблеток?» Большеголовый ответил, немного помедлив: «Чудесные звездные таблетки встречаются еще реже, чем разумные марионетки, поэтому я не могу гарантировать, что старейшины согласятся на такой обмен, но есть большая вероятность, что они согласятся». Вместо того, чтобы разочароваться в этом более сдержанном ответе, зеленокожий счёл его слова более правдоподобными. Таким образом, его пальцы рефлекторно сжались вокруг нефритовой шкатулки в руках, и он уставился на шкатулку пристальным взглядом в глазах. Тем временем Хань Ли пытался оценить содержимое коробки, используя свое духовное чутье, но сразу же почувствовал, что его попыткам помешала какая-то ограничивающая сила. Оказалось, что талисманы, наклеенные на ящики, были способны ограничивать духовное чутье. Я бы посоветовал вам не открывать коробки. В противном случае, если случится что-нибудь, не вините меня в том, что я не предупредил вас заранее. Большеголовое существо, казалось, прочитало мысли всех и тут же вынесло суровое предупреждение. Ты хочешь сказать, что внутри этих ящиков есть что-то, что может нам навредить? Скептически сказала зеленокожее существо. Предметы в шкатулках чрезвычайно важны для наших 13 небесных облачных рас, поэтому, естественно, на них было наложено больше ограничений, чем просто несколько талисманов. Конечно, если вы можете сбежать от расы Цзяочи и уверены в своей способности устранить ограничения, которые я установил, тогда вы, безусловно, можете попытаться открыть шкатулки, хихикнул Большеголовый с мрачным выражением лица. Как вы можете гарантировать, что старейшины вашей расы действительно обменяют предметы из этих шкатулок на ценные сокровища? Что, если они возьмут их и откажутся давать нам что-нибудь взамен? Спросил Хань Ли спокойным голосом. Большеголовое существо слегка нахмурилось, услышав этот вопрос, и только спустя долгое время оно неохотно ответило: «Если вы не доверяете нашей звездной древней расы, то вы можете отдать нефритовый ящик любой расе из 13 небесных облачных рас. Они будут готовы предложить вам за них щедрые награды. Однако я должен напомнить вам, что эти предметы нигде не важны так для других рас, как для нашей мириады древней расы, поэтому вы не получите такие большие награды. По крайней мере, вы можете полностью забыть о таких вещах, как чудесных звездных таблеток». Зеленокожее существо и существо, окутанные красным светом, оба глубоко задумались, услышав это. Хань Ли погладил подбородок, будучи заинтересованным предметами в коробках. «Если эти предметы так важны, то почему бы тебе самому не вернуть их в свою расу, а не доверить их нам, брат Юань?» — спросило существо, окутанное красным светом. «Я сам недавно получил эти предметы, и Цзяочи раса внезапно послала свои силы, чтобы атаковать город Зеленого Света.
Таким образом, тот факт, что город зеленого света никоим образом не является крупным городом, говорит о том, что он не должен был подвергаться нападению так скоро. Я обеспокоен тем, что раса Цзячи могла быть каким-то образом предупреждена о том, что я владею этими сокровищами, поэтому для меня было бы слишком рискованно забирать их обратно к моей расе, честно ответило большеголовое существо. Хочешь сказать, что раса Цзячи направила свою армию на поиск предметов в этих шкатулках? Зеленокожее существо резко вздохнуло с недоверчивым выражением на лице. Хань Ли тоже был ошеломлен этой идеей. Я только предполагаю, что это правда, но на самом деле это может быть не так. Таким образом, я доверяю эти предметы вам троим только в качестве меры предосторожности, ответил высокомерный человек. Хорошо, в таком случае я возьму сейчас этот предмет. Существо, окутанное красным светом, первым приняло его решение. Во вспышке белого света нефритовая шкатулка исчезла из его рук. Зеленокожее существо, казалось, боролось с каким-то внутренним конфликтом, но в конце концов он тоже решил принять эту задачу. Таким образом, он открыл рот и, высунув полупрозрачный зеленый язык, втянул нефритовую шкатулку себе в рот. В результате Хань Ли оказался единственным из троих, кто не принял своего решения. «У тебя все еще есть сомнения, брат Хань?» Большеголовое существо повернулось к Хань Ли с намеком на удивление в глазах. «Господин Даосист Юань, вы ведь понимаете, что передаете такой важный предмет совершенно незнакомому человеку, верно? Разве вы не боитесь, что отдадите этот предмет не в те руки?» — спросил Хань Ли с улыбкой на лице. «Хе-хе, я еще не смог определить, что ты за существо, но я могу быть уверен в том, что ты определенно не существо из расы Цзячи. Я уже сделал вывод, что для меня было бы слишком рискованно носить с собой эти предметы, поэтому доверить их вам троим — явно лучший вариант», — с улыбкой ответил Большеголовый. Серия мыслей быстро пронеслась в голове Хань Ли, прежде чем он, наконец, кивнул и согласился. «Хорошо, раз уж вы оказали мне доверие и провели нас через свой секретный проход, тогда я окажу вам свою помощь». Он провел рукой по нефритовой шкатулке, и та была убрана в его браслет для хранения. Он не знал, что это за разумная марионетка и мириады чудесных пилюль, но то, что существа пространственной стадии закаливания относились к ним с таким большим уважением, ясно указывало на то, что они были чрезвычайно редкими сокровищами. Желание 13 рас небесных облаков предложить такие драгоценные сокровища для этих ящиков предполагало, что содержащиеся в них предметы даже превосходят их по стоимости. Теперь, когда ему вручали такой драгоценный предмет, он определенно не собирался отказываться от него. В любом случае, судя по беседе, состоявшейся между тремя существами ранее, было довольно маловероятно, что их будут преследовать существа стадии интеграции тела или выше, поэтому он должен был быть в состоянии позаботиться о любых врагах, которые попытаются его преследовать. Однако он еще не решил, действительно ли он собирался отнести этот предмет к 13 небесным облачным расам. Большеголовое существо обрадовалось, увидев, что Хань Ли убрал нефритовую шкатулку. «Хорошо, поскольку все трое согласились, тогда давайте теперь разойдемся. Эти существа Цзячи, скорее всего, уничтожают всех других существ в городе в данный момент, так что это идеальная возможность для нас сбежать. Я пойду первым». После этого он быстро осмотрелся вокруг и внезапно выбросил черный металлический объект, похожий на волчок. Размер объекта был всего около фута, но он резко увеличился до 40 футов после того, как Большеголовый наложил на него печать заклинания. Затем большеголовое существо исчезло в черном волчке в виде полоски желтого света, как вдруг ему в голову пришла мысль. «Кстати, я слышал, все старейшины наших 13 рас собрались в облачном городе, чтобы противостоять нападению расы Цзячи. Даже великие старейшины нескольких рас, включая нашу звездную древнюю расу, собрались в городе, поэтому я надеюсь увидеть всех вас там через несколько месяцев». Услышав это, Хань Ли и остальные вздрогнули, и на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Похоже, он слышал, как Цин Ся упоминал об этом облачном городе раньше, но не мог припомнить конкретных деталей. В любом случае, это не имело большого значения, так как у него все равно была карта окрестностей. Несмотря на то, что это была карта тысячелетней давности, это был мир культивации, поэтому за это время мало что изменилось бы. После этого массивный черный волчок закружился в воздухе, превратившись в конус черного света, который вонзился в землю и бесследно исчез. «Берегите себя, господа». «Мне тоже пора», — зеленокожее существо, казалось, весьма настороженно относилось к армии расы Цзячи, сложив кулак в прощальном приветствии, последовал сразу же за Большеголовым. Сразу после этого его тело расплылось и стало полностью прозрачным вместе с одеждой. Через несколько секунд он растворился в воздухе. Хань Ли был очень поражен этим развитием событий, и в его глазах вспыхнул синий свет, а сам он инстинктивно попытался выследить зеленокожее существо. В конце концов, он смог лишь едва заметить практически невидимую человекоподобную фигуру, летящую вдаль. Хе-хе, это секретная техника сокрытия, уникальная для темно-зеленой расы.
Только культиваторы с уровнем культивации, значительно превосходящие его или использующие особые способности, смогут обнаружить его присутствие после того, как он применит эту секретную технику. Единственным недостатком является то, что при использовании его способности его скорость значительно ограничены, засмеялся человек, окутанный красным светом, увидев заинтригованное выражение лица Хань Ли. «А, понятно», — равнодушно ответил Хань Ли. Несмотря на то, что его скорость была ограничена, зеленокожее существо все равно быстро исчезло в лесу на расстоянии внизу. «Ты тоже собираешься уходить, брат Хань? Перед этим у меня есть предложение. Ты бы хотел его услышать?» Внезапно спросило существо, окутанное красным светом. «Что именно ты хочешь мне предложить?» Спросил Хань Ли с намеком на удивление в глазах. «Ты не из 13 небесных облачных рас, верно? В таком случае, зачем рисковать, выступая в качестве их мальчика на побегушках? Почему бы тебе не отдать мне то, что брат Юань только что доверил тебе?» Спокойно предложил чужеземец. «Вам нужна нефритовая шкатулка». На лице Хань Ли появилось странное выражение, и он слегка прищурился. «В самом деле, меня очень интересует предмет в нефритовой шкатулке. Для меня не имеет значения, доставлю ли я одну или две шкатулки небесным облачным расам, так почему бы тебе не позволить мне сделать это вместо тебя?» Голос чужеземного существа приобрел слегка зловещий тон, когда он заговорил.